Блондинка или брюнетка на пороге? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вы человек, который дарит свет окружающим. Вот почему-то мне так хочется сказать. Вы человек светлый, вы человек, который пытается, может быть, всем и каждому помочь, обогреть. И неважно, это свои люди, чужие, родственники, там, близкие, далекие. Это может быть помощь даже каким-то там бездомным зверушкам. То есть всех и каждого вы пытаетесь обогреть, чем могу, помогу. Вы человек, который всегда, в принципе, даже в самых сложных ситуациях вы смотрите, ну, с оптимизмом, с какой-то долей оптимизма, наверное, да, пытаетесь найти хотя бы хоть какую-то капельку, да, что вот все, что не делается к лучшему, вот все равно с надеждой на хорошее светлое будущее смотрите вот именно не в прошлое, а в будущее. Это очень классная такая ваша черта. Вы человек очень трудолюбивый, вы не боитесь абсолютно никакой работы, хотя, может быть, даже вот внешне вы можете выглядеть очень таким аккуратным, чистоплотным, что могут даже некоторые окружающие подумать, что вот он белоручка, он такой вечно то с иголочки одетый, да, такой чистенький, аккуратненький, пахнет парфюмом. Но на самом деле вот вы абсолютно, несмотря на свою такую чистоплотность, на свою такую, может быть, даже педантичность, аккуратность, вы не боитесь даже где-то там, может быть, в моторе машины покопаться, может быть, где-то что-то сделать своими руками, там, допустим, отремонтировать. И я не удивлюсь, если даже порой вы бываете чуть ли не по локоть в мазуте, там, либо еще в чем-то, да, после какого-то ремонта. Это вас абсолютно не испугает, на удивление некоторым окружающим. Вы человек движения, вам даже, возможно, скучно бывает вот просто лежать на диване, да. Вы не можете долго даже вот просто отдыхать без дела. Нужно что-то делать, что-то, может быть, по дому, там куда-то бежать, какие-то вопросы решать. У вас вообще даже отдых, может быть, бывает вот какой-то активный, да. Вот бывает даже на море, когда люди ездят, одни лежат просто загорают, да, под солнышком там греются, а другие вот как-то волейбол, баскетбол, где-то там в горы идут, еще куда-то, да, ну то есть постоянно какая-то движуха. Вы, в общем-то, человек, с которым точно не соскучишься. Вы можете и умеете быть довольно такой непредсказуемый. Вы можете быть человеком-загадкой и иногда можете даже кайфовать. Специально вот, ну, такие эмоциональные качели устраивать людям особо, которые вас, наверное, напрягают, нервируют. Вы можете вот специально. Сегодня один, завтра вы другой. То есть вот эти вот качели, они ваших злопыхателей, либо людей, которые каким-то образом вас могут обижать, ну, вы даете им по первое число, как говорится, да, то есть вот эти вот качели их могут очень сильно напрягать. Может еще проиграться, что вы полуночник, вы, может быть, это уже тоже у нас не раз выпадало в сигнификации. Возможно, вы любите вот саму ночь, да, ночное время суток. Может быть, даже повышается работоспособность, либо же вы работаете, еще может проиграться, может быть, ночью работаете, да, там, ну, либо посменно, либо просто у вас второе дыхание открывается, потому что никто не мешает, да, вы и Вселенная друг с другом наедине. Возможно, кто-то из вас либо же планирует какое-то путешествие. Может быть, вы сейчас находитесь где-то в отъезде, да, либо же вот недавно приехали. То есть вот какое-то движение, перемещение у вас либо уже произошло, либо планируется. Очень любите людей, таких же, как и вы, чистоплотных, аккуратных. Ужасно не любите неряшество и, может быть, даже доходит до того, что когда вы приходите
ну, кому-то в гости, допустим, да, вы сразу же вот своим таким острым взором, вы сразу видите, вот есть в доме хозяйка или нет, насколько там чисто, аккуратно, убрано или нет. Может быть, даже такое появляется у самого у вас ощущение, что вот хочется убрать, поубирать в этом доме, да, вот хочется там что-то на место положить, да, если где-то какая-то там чашечка не там стоит, либо еще что-то не там лежит. Ну, то есть вот на грани педантизма такое может у вас быть. Давайте сделаем как раз маленький опрос. Напишите, пожалуйста, вот вы действительно настолько вот чистоплотный человек, для вас очень важно, чтобы все было на своих местах, да? Либо же вы без фанатизма, да, без педантических таких вот наклонностей, когда вот все должно четенько стоять. Есть такие люди, я слышала, конечно, ну, в принципе, я не представляю, как с ними, конечно, живут их близкие, но есть люди, которые, вот не дай бог, их чашечку, к примеру, либо там еще какую-то вещь на сантиметр передвинешь, это все, это будет скандал. Это, конечно, трэш для меня, я не представляю, но, к сожалению, такие люди есть. Напишите, как у вас обстоят дела с вашей аккуратностью, педантизмом и вообще, если у вас. Или же вам по барабану, вот что где валяется, там пусть и... Где упало, там и лежит. Такие тоже люди есть. Ну и давайте-ка посмотрим, блондинка или брюнетка у вас на пороге. Давайте-ка посмотрим, кто же у вас на пороге. Ну, я вам скажу так. Женщина однозначно подходит под ваши вкусы. Вот она такая же аккуратная, она чистоплотная, она следит за собой, возможно, даже ходит в какие-то там салоны красоты, фитнес-центры. То есть сказать, что она, ну, такой, простите, расплывшийся кусочек сала, ну, я точно не могу. Женщина моложе вас, женщина, которая вот хочется почему-то перед ней стать по стойке смирно. Она сама такая, может быть, знаете, вот имеет такую довольно супер, такую ровную спину, осанку. Возможно, даже она занималась танцами, потому что у нее, ну, очень такая вот фигура, стать, вот вся такая вот утонченная, с ровной спиной. Потому что вот я даже замечаю как-то, даже на улице, многие люди просто ходят, сутулятся. У кого-то спина болит, у кого-то ну, просто с детства такая осанка, да, по разным причинам. Но у нее вот, ну, такая вот царски прямая спина, да, ну, пусть это вас не пугает, потому что это не потому, что она, потому что не потому что, да, уже все. У меня называется «приехали, язык, заплетык языкается», как я говорю. То есть это не из-за того, что у нее там 7 пядей во лбу, она такая звезда. Нет. Просто у нее, я же говорю, вот как я озвучила уже, либо она с детства приучена вот ходить ровно, сидеть ровно. Есть такие родители, которые постоянно выпрями спину, да, либо же она танцами занималась. Ну, в общем, что-то из этого, ну, такая у нее грациозность какая-то есть в облике. Она очень наблюдательная. Она, возможно, даже какой-то период за вами наблюдает. Я скажу чуть попозже. Я буду держать интригу, блондинка это или брюнетка. Тем более, я думаю, для вас, для многих, я, по-моему, даже когда-то опрос делала, в принципе, цвет волос особо значения не имеет. Да, кто-то любит блондинок, брюнеток, но если попадается хороший человек, то уже на цвет волос не смотришь. Она наблюдательная, даже может проиграться, что она где-то, неважно, в жизни, в соцсетях у всех может по-разному проиграться, где-то, да, однозначно, у нас и тайна даже выпала, вот она втихаря за вами наблюдает. Она такая, знаете, она, несмотря на свою такую, казалось бы, царскую грациозность, но она источает какую-то такую интересную энергетику, что люди, которые с ней общаются, вот хотели бы ее чуть ли не обогреть, но то ли какое-то такое от нее тепло, свет, какое-то солнышко, вот обогреть, обнять как-то ее хочется, может быть, прижаться, ну вот какие-то такие ощущения
очень теплая, погреться возле нее, да, ну, понятно, я сейчас утрирую, поэтому сильно не смейтесь, ребята, вы, я думаю, взрослые люди, все понимаете, очень такая теплая энергетика. Поэтому к ней тянутся люди. У нее может даже быть, ну, достаточно много приятелей, друзей, но близкая вот подруга, я думаю, скорее всего, у нее одна, с которой они общаются уже давненько, может быть, даже с детства они дружат. Э, Человечек, которому хочется открываться. Ну, то есть я сейчас просто вам пытаюсь охарактеризовать эту женщину. Она, конечно же, блондинка, скорее всего, проиграется, ну, либо же такая светловолосая, но поскольку общий расклад, даже здесь вот я бы не советовала сильно привязываться к цвету волос, потому что это общий расклад. Она такая вся вот какая-то гармоничная. У нее нет перепадов настроения, как это бывает у многих людей. У нее нет каких-то таких вот эмоциональных качелей. Она не будет держать людей, окружающих, в тонусе, потому что вот ей хочется поиграть, либо с кем-то поманипулировать, да. Вот она такая, какая она есть. Очень светлая, очень интересная внешне. Давайте-ка еще посмотрим, что же с ней у вас может произойти или не сможет. Она вас избавит вот от чего-то такого, когда вы будете с ней общаться, что у вас долгие, может быть, дни, ночи, может, у кого-то месяцы и годы даже перельется это все. То, что вас, ну как сказать, тяготило, угнетало вот каким-то образом, вот эти вот какие-то ваши мысли о прошлом, может быть, вы самоанализом, самокопанием занимались, она вас от этого избавит, причем окончательно, бесповоротно. Причем вот ваша такая, я не знаю даже как назвать, мулька, пунктик, как угодно. Все по-разному это называют по поводу того, чтобы вам, опять же, большие ветвистые никто не наставил, да? Потому что у вас было уже такая, ну, была ситуация, когда вам действительно изменяли, предавали, поэтому есть такой пунктик, что вот рожки это очень большой даже пунктик, наверное, самый главный. Но что по поводу перспектив? Перспективы у вас с ней, ну, просто шикарные. Потому что вы будете, ну, как под гипнозом, наверное, когда начнете сближаться, да, с этой женщиной. Настолько будете ею зачарованы, очарованы, настолько будете восхищаться ее какой-то такой чистотой, может быть, некая даже наивность. Но то, что у вас в перспективе может сложиться с ней семья, и неважно, это гражданский брак, либо официальный, это уже как душа пожелает. То, что у вас будет очень гармонично все происходить. То, что вы получите то, чего недополучали раньше от женщин. Кто-то недополучал заботу, кто-то нежность, ласку, интим. Ну, то, что Бобик ваш будет доволен, это 100%, потому что здесь будет и интимная гармония, причем эта гармония будет, вот как-то вы с ней совпадете, то ли по темпераменту, да, может быть, ваши какие-то бурные фантазии в этом плане тоже будут совпадать. То есть, ну, я пытаюсь вам вот своими словами объяснить, чтобы по-простому, да, чтобы всем было понятно. То есть с этой женщиной вы сможете и построить дом, и просто вот будет какое-то такое внутреннее состояние счастья, наверное. Хотя и говорят, что счастье это такое мимолетное явление. Но вот я не согласна. Вот я не согласна, потому что вот какое-то такое ощущение гармонии, счастья, какого-то равновесия, когда, ну, я не вижу даже каких-то стычек, конфликтов с этой женщиной. Вот вместе вы будете с ней и в радости, и в горе, потому что у каждого в жизни бывают и неприятные моменты, и моменты счастья. Вот как-то вы вместе будете преодолевать с ней все эти моменты. И опять-таки тоже у нас уже не раз выпадало. Вот почему-то странно, да, говорят, что люди чувствуют друг друга на расстоянии. И очень часто, когда даже расходятся, когда ваша вот половина, неважно, это мужчины либо женщины касается, начинает, скажем так, окончательно уплывать, либо же устраивать свою личную жизнь с другим человеком,
вторая половина даже на расстоянии это чувствует и начинает проявляться. Так вот, тоже будьте бдительны, потому что когда вы будете уже окрыленный, счастливый, может снова всплыть, да, как что-то где-то на букву «Г» всплывает, да. Ну, вот это вот ваша злючка бывшая, да, которая была в вашей жизни, и просто, чтобы не портить вам кровь, держитесь от нее подальше, чтобы она вам никаких козней не строила, потому что она каким-то образом может проведать, тем более, что у нас это уже неоднократно проигрывалось в раскладах, ребят. Просто обезопасьте свое такое маленькое счастье. Вот этот вот мир двоих от своей бывшей злючки, которая каким-то образом разнюхает, разведает, почувствует то, что вы счастливы, а тем более еще счастливы с другой женщиной, чтобы она не начала вам какие-то гадости делать, говорить. Потому что, знаете, есть такие женщины, ну, разные истории. Я такого наслушалась, что иногда просто уши вянут. Что могут кто-то там и угрозы сыпать, могут, ну, бывшие я имею в виду, могут еще там какие-то гадости делать. Ну, я не буду в эфире это говорить, да, запрещенные темы разные. Ну, в общем-то, вы люди взрослые, вы сами все понимаете. Поэтому просто берегите свое маленькое счастье. Тем более она вот, да, она через, вот, Лиса Патрикеевна к нам пришла. Она через хитрость, через обман как-то вот может к вам объявиться. Но что бы она ни чудила, что бы она ни творила, она не разрушит ваши новые отношения. Вы будете счастливы, причем счастливы обоюдно с этой вашей новой блондиночкой. Это женщина, которая наконец растопит сердце у тех из вас, у кого сейчас, ну, может быть, кажется, это кусочек льда, да, у которого в душе зима и гололед, у кого сейчас в душе, ну, просто зимняя вишня. Это отношения, когда хочется быть вместе. Это отношения, когда ты знаешь, что в любой ситуации тебя поддержат, а не высмеят. Да? Очень часто такое бывает, когда ты приходишь, делишься дома, а тебе начинают: я же говорила, да ты такой сякой, да ты неудачник, да ты ничего не умеешь. Ну и все такое, да, вот всякие гадости. В этих отношениях нет, здесь будет абсолютное такое взаимное доверие, взаимное понимание, взаимная поддержка. Это отношения будут, из которых вам просто не захочется ни уходить, ни убегать. Потому что есть отношения, из которых реально мужчины просто хотят сбежать хоть к любовнице, хоть просто, хоть на волю, где ты задыхаешься. Я думаю, вы, как никто другой, это все знаете, это все прошли. Поэтому, мои дорогие, любимые мальчишки, не дайте этой Лисе Патрикеевне второй раз портить вам кровь, потому что вы уже и так натерпелись в своей жизни от нее. Вы все знаете, у каждого это своя история, но просто берегите это счастье. Лучше, если есть возможность, заблокируйте, не общайтесь, как-то деликатно отшейте ее, чтобы она больше не появлялась в вашей жизни. И да будет с вами счастье. Вот такая блондиночка у вас на пороге. Я всем желаю поскорее встретить ее, и чтобы наконец ваши глаза засияли от счастья. Ну и, конечно же, кому понравился сегодня расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!